Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня покажу очень интересный узор спицами. Это сетка, но сетка мне понравилась тем, что она смотрится а, красиво, интересно. Она не простая, она не плоская. И я думаю, она отлично подойдет для вязания стильных базовых вещей, как летних, так и демисезонных. Например, такой ажурный сетчатый пуловер можно связать на лето, на прохладные дни или на осень. Или можно связать топ, маечку такой сеткой. Будет смотреться отлично. Вот посмотрите, она имеет такие дорожки с извилистыми петлями и красивый ровный ряд вот ажурных дырочек. И смотрится и аккуратно, и в то же время не скучно. Вяжется очень просто. Раппорт узора в ширину составляет 3 петли. Набираете количество петель кратно 3, плюс еще 2 петли для 2 кромок. И в высоту раппорт узора повторяется 4 ряда. Здесь я начала вязать, провязав первый начальный ряд, лицевая и изнаночная чередовала. И уже со второго ряда начинаю счет рядов вязания узора. И сейчас начинаю вязать узор как будто с первого ряда. Первая петля кромочная. Далее идет раппорт узора. Первая петля лицевая. Далее провязываем лицевую и изнаночную петлю вместе с наклоном влево. Но для этого первую лицевую петельку вначале переворачиваем, чтобы она не перекручивалась. Вводим спицу в 2 петли в центр и за вторые стеночки провязываем одной лицевой и делаем накид. Далее повторяем эти действия. Лицевая, следующую лицевую петлю переворачиваем и провязываем 2 петельки, лицевую и изнаночную, одной лицевой за вторые стеночки. И получается петелька с наклоном влево. После делаем накид. Повторяем. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево и накид. Раппорт узора лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево и накид. И так вяжем до конца ряда первый лицевой ряд узора. Заканчиваю первый ряд узора и здесь после накида начинаю последний раппорт лицевая, меняю петлю, провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, накид и последняя петля кромочная, я ее провязываю изнаночной. Поворачиваю работу наизнанку и по изнаночной стороне идет второй ряд узора. Первую петлю кромочную снимаю, далее идет накид, его провязываем лицевой петлей. Следующие 2 петли изнаночные перекрещиваем. И для этого вначале провязываю вторую петлю с левой спицы и, не сбрасывая петлю со спицы, провязываю еще первую петлю изнаночной. И затем сбрасываю эти 2 петли со спицы. И повторяю эти 3 действия. Накид провязываю лицевой и 2 петли изнаночные перекрещиваю. Вначале провязываю изнаночной вторую петлю, затем первую петлю. И затем сбрасываю эти 2 петли со спицы. Итак, вяжу до конца ряда. Заканчиваю вязать второй изнаночный ряд узора и последний раппорт. Здесь накид провязываю лицевой,
предпоследние 2 изнаночные петли перекрещиваю, вначале провязываю вторую, затем первую петлю, сбрасываю их со спицы и последняя кромочная петля. Провязываю изнаночной, поворачиваю работу на лицевую сторону, и третий ряд узора вяжется очень просто. Первая петля кромочная, и здесь мы вяжем петли по рисунку. 2 петли лицевые, третья петля раппорта изнаночная, и повторяем: 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. И так вяжем ряд до конца. Я закончила вязать третий лицевой ряд узора, поворачиваю работу наизнанку, и четвертый ряд вяжем также по рисунку петель. Первая петля кромочная снимаю, далее идет лицевая петля 1 и 2 изнаночных. И повторяю: лицевая петля, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных. Так повторяю этот раппорт до конца ряда. Закончив вязать 4 изнаночный ряд, вновь поворачиваю работу уже на лицевую сторону, и с 5 ряда начинается повтор раппорта в высоту, и вяжем 5 ряд как первый, и можно так отсчитывать с 1 по 4 ряд узора в высоту. Первая петля кромочная, далее провязываем раппорт, первая петля лицевая, следующие 2 петли вместе вяжем 1 лицевой с наклоном влево, переворачиваем петлю, вводим в центр 2 петель спицу и провязываем за вторые стеночки, и накид. То есть те же самые действия повторяем с 1 ряда. Итак, вяжем узор до нужной высоты, и получается красивая, интересная сетка. Если вам понравился этот узор, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будем вязать красивые вещи. Спасибо за внимание.